Всем привет! Сегодня мне попались на глаза вот такие толстые нитки, и я вспомнила о своем обещании, что я, когда делала видео про шапку, то обещала, что покажу на крупных нитках, как соединять изделие крючком. И заодно поняла, что я так часто выставляю такие простые модели для начинающих вязальщиц, но вязальщицы же могут быть настолько начинающие, что даже лицевые и изнаночные петли они только учат. Петель множество, способов вязания множество. Я покажу наиболее простой и который я почти во всех своих изделиях использую. Если я использую какое-то другое вязание, то я обязательно это указываю. Лицевые и изнаночные для обычных мотивов использую, как правило, такие. И заодно я тогда покажу набор петель, то есть чтобы связать, показать вам лицевые и изнаночные, я буду набирать петли и покажу, как я набираю. Это тоже самый простой способ, их тоже множество. И если вы будете вязать и дальше практиковаться, то вполне возможно, что вам понадобятся и другие способы набора, их множество. Сегодня о самом простом. Поскольку вот ребенок, когда учится говорить, он просто учится говорить, а потом его поправляют, учат говорить правильно. Ну вот давайте сегодня просто обычные петли лицевые, обычные изнаночные, набор петель, кромочные. И в вязании я сделаю ошибочку. Для чего сделаю? Чтобы в следующий раз показать вам, как исправлять ошибки, не распуская полотна. У меня есть видео, где я делаю распуск и сбор определенным способом, но там он применяется для мелкого вязания и для обширных изменений. То есть вязали, вы поняли, что слишком широко ушли или что-то. То есть не одна петля нужно менять, а много. И много рядов это произошло уже назад. Поэтому тот способ, что я покажу, это про небольшие изменения через несколько рядов, но они реальны, без распуска. И потом, когда мы этот кусочек свяжем, напрактикуемся, я заодно на нем же и покажу, как соединять изделие крючком. Это уже как бы будет следующий урок. Сегодня, как я уже сказала, набор петель, лицо, изнанка и кромочная. Итак, во-первых, чтобы потом соединять изделия и не разрывать мой моточек, я от мотка сразу же отпущу вот прямо аж 2 метра. Нитки толстые, спицы толстые. Кстати говоря, если вы только начинаете вязать, очень хороший способ пользоваться, практиковаться, извиняюсь, на вязании на толстых нитках. Во-первых, спицы толстые у вас будет быстро идти вязание, во-вторых, нитки толстые будет идти вязание быстро. И это может быть что-то типа детского пледа, где ничего менять не надо, просто по прямой, буквально из лицевых изнаночных можно уже сделать очень интересный детский плед. Итак, эта часть идет к моточку, это у меня отпущено. Я ложу вот так. Опять же говорю, способов множество, я покажу самый простой. Сверху накладываете двойную спицу и подцепляете сюда. Вот, видите? Вот, оп, сюда. И у вас 2 петельки. Это начальные. Наберем их 20. Набираться будет по одной петле. Только первые 2 набираются сразу же 2. И так и идем. Так, так, так. Со временем затягивайте здесь туго, вам ничего не помешает. Скажу еще, что для начала, в принципе, у меня круговые спицы выбраны просто потому, что такие вот толстые были под рукой. Если это будет что-то типа носочков, рекомендую начинать все-таки с бамбуковых. По ним не так скользит нить. И это упростит вашу работу, то есть, чтобы вы не нервничали, не дергались. Но все-таки с носочков, вот как бы так, честно говоря, начинать не рекомендую. Все-таки там нужно и спицы удерживать, и вязание по кругу. Но, как вариант, бамбуковые спицы для начинающих рассматривайте, потому что они помогают... Так, не буду стоять, молчать. Так, 2, 4, 6, 7... 8, 9, 10. Так, и
Еще раз показываю. Эта ниточка идет от мотка, это хвостик оставленный. Хвостик оставила длиннее только для того, чтобы потом этой ниткой соединять два края, показать вам. Можете делать как хотите, но я всегда оставляю подлиннее кончик, чтобы опять же им начать сборку изделия. Это делает чище низ изделия, чтобы потом, когда вы поносите и, возможно, чуть-чуть разлохматится где-то что-то, то у вас конец нитки будет далеко от края. Так, показываю, сейчас будем еще 10 петель делать. Как бы чуть-чуть опускаете на себя, видите, здесь на пальце они перекрещиваются. Сюда подводите, сюда заводите. Готово. Ровно 20 петель. Теперь одну спицу, вторую придерживаете, вы вытягиваете. Вот у вас как будто бы образовался, считайте, что это лицо, потому что здесь вот такой красивый крайтик. Но сейчас мы будем вязать изнаночные. Первую я всегда снимаю. Просто спереди завожу нить, вот этот хвостик прихватываю, завожу нить и тут же сразу делаю накид. Вот как у меня идут изнаночные. Вяжу так пообъемнее, не затягивая, чтобы показывать вам, куда что заходит. На мой взгляд, это самый простой вид изнаночных, потому что при разных орнаментах для получения разного результата можно перетягивать. Вот я за переднюю стенку, да, можно ведь и за заднюю также подхватывать. У меня участвует сейчас только передняя. Кстати говоря, чтобы там вот есть такие варианты, чтобы вязать поровнее, обкручивать вокруг пальца 2 раза. На мой взгляд, вот как я говорила с речью, сначала просто научитесь делать эти петли, а потом будете их накручивать на пальцы, накручивать на кисть, на мизинец. То есть просто научитесь делать их, вот, чтобы у вас мозг запомнил движение. Когда вы это запомните, то тут уже можно и натяжение регулировать, но бывает, некоторые так туго по природе вяжут, что там, в принципе, я вот когда начинала только вязать, у меня настолько было тугое вязание, но оно было настолько ровным, но вязать было трудно, пальцы болели. Так, последнее всегда изнаночное. В любом ряду я вяжу всегда, если это лицевая гладь, всегда изнаночной. Практически во всех орнаментах, которые использую, я стараюсь все такие простые варианты манипуляции использовать, потому что я могу на пару дней забыть про вязание, потом его взять, и оно должно быть для меня простым, чтобы я в любой момент, взяв, не искала схему вязания. Поэтому у меня модели, как правило, такие носибельные, плюс все вокруг хотят что-то такое современное, молодежное, поэтому у меня как-то ажуров пока мало, не знаю, может быть, появится, я их вязала. Но опять же, даже среди ажуров выбирала легкие. Так, лицевой ряд идем. Первую снимаем, как я уже говорила, всегда и везде. И теперь показываю, как я вяжу лицевые. Вот ниточка на пальце. Я продеваю в петлю, обхватываю и вытаскиваю. Поэтому эти петли, они просто наиболее простейшие. Еще раз показываю. Оп. Видела очень-очень много разных способов вязания. Особенно те, кто там какие-то шали вяжут. У них вообще по-своему руки ходят. Все это красиво, приятно. Но вы должны понять, хотите вы за кем-то повторять и в течение всего периода напрягать и руки, и мозг. Либо вы будете вязать просто максимально удобный для вас. Может быть, вам и мой способ не очень удобный. Выбирайте тот, который удобен вам. Ну, конечно, чтобы при этом не деформировалось полотно. Потому что есть такой вид перекручивания петель, что у вас все полотно будет, знаете, как в трикотаже уходить в бок.
Это не есть хорошо, некрасиво, потому что потом и изделие в носке, оно будет у вас уползать. Так, и еще раз покажу. Вот так. Так. Могу, не двигая пальцем, вот просто заводите туда спицу. То есть я даже ничего не накидываю, ничего особо не делаю. Я просто сквозь петлю, как бы ее чуть-чуть растягивая, захватываю и вытаскиваю. Опять же говорю, можно раскручивать по-разному. Это наиболее простой способ. Так, вот дошли до конца. Прервусь. Финальная всегда изнаночная, я говорила. Изнаночная это как? Вот, накидываю сюда накид, завожу за накид в петлю и вытаскиваю. Этим я добиваюсь того, что по краю, видите, вот такая вот косичка с одной стороны. И сейчас, когда мы повяжем этот край, то есть здесь еще только пока, грубо говоря, одна петля, то будет точно такая же косичка с другой стороны. И сейчас я буду просто повторять эти ряды. Изнаночные. На всякий случай повторяю. Накид. Когда что-то стараешься делать, всегда как бы наоборот даже сбиваешься. Вам нужно просто до автоматизма эти петли довести, поэтому я и рекомендую начать с какого-нибудь шарфика, пледика, снуд. Для этого отлично подойдет. Ой, так, и даже половички. Совсем толстая пряжа, конечно, тоже проблемно. Но я думаю, что пряжа, которую вязать пятеркой, вот это такой наиболее оптимальный вариант для начала. То есть простая модель. Выбирайте ниточки, которые вам нравятся, конечно же. Изделие, которое, конечно же, нравится либо вам, либо тому, кому вы вяжете. У меня тоже есть видео про то, как стараться доделать свой проект до конца, что для этого надо делать. Так, и сейчас я в этом ряду сделаю ошибку. Свяжу чуть-чуть лицевыми. И сейчас вот сделаю изнаночную. Ну, случайно у меня так получилось. И буду дальше вязать. И теперь, поскольку она у меня связана неправильно, как будто бы я этого не заметила, и провяжу дальше тоже неправильно. Или правильно, посмотрим, как получится. Так вот, выбирайте пятерочку спицы. То есть пряжу под пряжу, на которой написано, что вязать ее надо спицами пятерка. Четверка тоже ничего, значит 4 или 5. Потом выбираете модельку, которую потом можно будет где-то использовать, чтобы это было красиво. Так, первую снимаем и вяжем изнаночными. Так, покажу помедленнее, вдруг кто сбился. Сейчас, кстати, посмотрю на автомате, замечу я или нет свою неправильную петлю. Ну да, ее видно, но сделаю так, что как будто бы я ее не увидела. Сделаю еще раз изнаночную, то есть провяжу ее лицевой в изнаночном ряду. Паники нету, все исправим. И последнее, да, хоть в изнаночном, хоть в лицевом, всегда изнанка. Так. И теперь я буду так вязать. Вот видите, у меня тут образовалась ошибка. Ну, я провяжусь сколько-то еще рядов 5. Вот по низу такая косичечка у вас должна получиться. Если вы достаточно туго, хорошо набираете, то у вас и косичка это будет ровная. Но все-таки, если вы хотите, чтобы низ изделия или это край коврика был эластичным, то набирать надо на 2 спицы, не на одну. На одну это, конечно, будет все так еще миниатюрнее, все аккуратней, но эта часть тогда будет эластичной. Конечно же, сразу же поправлюсь, что если вы вот так начнете какое-то изделие типа шарфа
Не очень хорошая идея, потому что этот край в лицевой глади, он всегда просится закручивания. Вот если вам нужно такое вот закручивание на краю шарфа, то можете так вязать. В принципе, проблемы нет. Но если хотите, чтобы это был край изделия, который не заворачивается, и он должен быть максимально простым, то есть вот вы научились вязать лицевые и изнаночные, возьмите платочную вязку. У меня есть видео, как ее вязать, то есть это все ряды, хоть с этой стороны, хоть с этой, вы вяжете лицевыми. Провяжите так 3-4 ряда, и у вас такая по краешку образуется кромочка-кантик, который будет отлично держать изделие, и закручиваться оно уже не будет. Кстати говоря, этот формат вот лицевой изнанки, он иногда хорош, если вы его делаете и на крайних петлях. То есть, если это шарф, чтобы у него такая как рамочка образовалась, то можно делать, во-первых, первые 4 ряда, все лицевые. А потом, когда вы вяжете, кромочные петли провязывать тоже везде лицевой. И он будет создавать такую как кромку. Но, в принципе, и если это для трубы, для хомута, то и такой край подойдет, потому что вы его соедините, и никаких проблем не будет. Все, увидимся в следующем видео. Там будет исправление ошибок. И, а что еще? Возможно, тогда соберу крючком этот кусочек. Но его надо связать, конечно, побольше. И тогда посмотрим.